Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Если вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Этого лебедя я задумывала как корзинку для конфет или различных мелочей. Мое мнение, получилось очень симпатично. И без конфет выглядит очень декоративно. Если моя идея вам понравилась, то вяжите вместе со мной. Я провязала этот первый ряд как бы боковой стороны. Вот видно, что он сразу наверх загибается. И продолжаю вязать дальше. Делаю 2 воздушные петли для подъема. И просто вяжу столбики с накидом. Столбик в столбик. Все ряды. Вот таким образом. В конце ряда соединяем соединительной петлей, как мы и делали уже до этого. Вот так. Это несложно. Я довязываю сейчас 3-й ряд нашей боковой части. Вот видно, что у нас это все поднимается наверх, но 3 рядов нам не хватит. То есть 3 рядов нам не хватит. Я думаю, что нам придется вязать 5 рядов, не меньше, столбиками с накидом. Поэтому я продолжаю вязать дальше. Я соединяю соединительной петелькой и делаю 2 воздушные петли для следующего ряда. Начинаю следующий ряд. Вот таким образом. Вяжу дальше. Я довязываю 6-й ряд нашей боковой части. Делаю последние петельки. И следующий ряд, как бы заключительный, для того, чтобы он был более плотным, я сделаю столбиками без накида. То есть последний ряд у меня будут столбики без накида, как бы как кромочные. Вот я заканчиваю этот ряд. У меня получилось здесь 6 рядов. Я считаю, что этого достаточно. Делаю 1 петлю для подъема и вяжу по кругу столбиками без накида. Он получается немного более плотно. Таким образом мы заканчиваем. Кромочка будет у нас.